Let's start with iOS. This year, we looked across the entire iPhone experience to provide delightful new features that make the things you do on iPhone more personal and intuitive. Our next release, iOS 17, delivers more expressive communication, simplified sharing, more intelligent input, and all new experiences for your iPhone. Итак, ребята, всем привет! Посмотрел я iOS 17 Developer Beta 1, я ее пощелкал, посмотрел, попробовал попользоваться. Сразу забегая вперед скажу, что батарейку жрет, кушает, съедает, думайте как хотите, воспринимайте как хотите, неимоверно быстро. При всем при том, что у меня iPhone 13 Pro Max, у меня не старый iPhone. iOS 17 была представлена на WWDC 23 5 июня 2023 года. Вот наш iPhone. Поехали. То, что это действительно iOS 17, я сейчас вам продемонстрирую. То есть мы заходим в настройки, мы заходим основные, мы заходим об устройстве, и мы смотрим информацию об этой системе. Это iOS 17 Developer Beta 1. Далее, iOS 17.0. Профиль стоит iOS 17 Developer Beta. Забегая вперед, еще скажу, что Developer Beta открыта для всех. То есть не только для людей с платными аккаунтами разработчиков Apple. Мы об этом говорили на нашем стриме, который посвящен был WWDC. Итогам. Значит, поехали, ребята, топ-5. Ну, первое, конечно, то, что мне бросилось в глаза сразу, это интерактивные виджеты. Давайте вот возьмем, добавим с вами виджет, нажмем на плюсик, виджет музыка, например. Вот, допустим, топ. И мы сейчас с вами включим музыку, однако громкость у меня выключена, чтобы нас не забанили за авторские права. На ютубе это строго, поехали. Мы, например, я включаю, например, станцию свою. Поменялся цвет и пошло играть. Кроп в приложении фото. Мы идем с вами в приложение фото. Вот, например, у нас фотография. И если мы приблизим, возьмем, оп, вот так, появится справа вверху такая кнопочка. То есть вот, я еще раз сделаю. Вот, появилась кнопочка, мы на нее нажимаем. И можем вырезать эту область вот в таком же размере, который вот, и сохранить. Это тоже очень классная функция. Дальше что? Дальше у нас новый режим ожидания или стендбай. Функция ожидания будет включаться, когда устройство неподвижно, повернуто горизонтально и подключено к электропитанию. Будет отображаться такая информация, как виджеты, кадр, фото или часы. Ночной режим ожидания будет отображать больше красных оттенков, когда вокруг слабое освещение. То есть все у меня включено. Это тот же самый, допустим, Always On Display, который был представлен в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Ну вот в качестве такой функции нам завезли Always On Display. Давайте посмотрим, как это работает. Я сейчас беру опору какую-нибудь ищу, ну типа, у меня ж нету магнитной зарядки, на которой можно вот установить телефон. У меня телефон подключен к электропитанию. И вот он включился, наш стендбай. То есть телефон в горизонтальном положении, неподвижный, и я могу, например, управлять этим. То есть вот я управляю, я могу менять напоминания, в календаре события, допустим, вот, могу поменять часы, акции, могу здесь сделать вот так вот, такой вот интерактивная штучка. Далее у нас вот такие часы, но для этого, ребята, надо подставка, такая, знаете, в которую ты ставишь телефон, он опирается и на зарядке, а экран у тебя виден, то есть как будильник, вот такой вот, такая штука. И также у нас фотографии. Если я, например, вот здесь вот сделаю так, вверх свайпом, вот тут, будет уже
мировое время, например, обычные часы, вот такие вот часы, любые часы, то есть как хотите, так и настраивайте. Я не знаю, насколько эта функция будет востребована, скажем так. Надеюсь, что будет как-то улучшаться, ее надо как-то улучшать. Также, если, например, давайте возьмем телефон обратно. Если, например, я включу музыку, не будет слышно, но пускай она играет. Все, пошла играть музыка. И мы вернемся с вами в стендбай режим. Вот у нас играет музыка. Мы можем нажать на значок. И у нас музыка прямо в стендбай. Мы можем переключать треки. Ставить их на паузу. То есть вот так вот. Далее. iMessage. iMessage у нас тоже теперь немножко крут стал. Относительно, скажем так, стал крутоват. iMessage. Все, давайте пробежимся по iMessage. То есть, когда мы нажимаем на плюсик, у нас выскакивает вот такое вот меню. То есть, это камера. Вот, допустим, камера наша. Мы можем фотографировать. Далее у нас что? У нас фото, мы можем фото отправить. Любое фото можем взять, отправить. Далее. Стикеры. Стикеры, любые стикеры, допустим. Вот. Стикеры теперь у нас вынесены в отдельные. Со смайликов стикеры тоже. Заменять объект мы не будем, мы будем их отправлять. Вот такие вот стикеры. Я снимаю видео об iOS 17. У меня друг, он полигон для испытаний iOS 17, когда вот что-то новое появляется, или на macOS, или на iOS, в iMessage, мы испытываем на нем. Вот, допустим, вот аудио пишется. То есть я нажал аудио, оно просто пишется, голосовое сообщение. Проверка голосового сообщения в iMessage на iOS 17 Developer Beta 1. И отправляем. Также здесь дескрипция есть. Дескрипция на голосовых сообщениях. Вот. Голосовое сообщение отправлено, и внизу есть дескрипция, то есть расшифровка голосового сообщения. И вот голосовое сообщение мы когда отправили, тут остается аналогичная кнопка, мы можем повторно записать. Вот, голосовое сообщение. Кнопка голосового осталась на месте. Если мы возьмем, тоже геопозицию можно отправить или запросить у человека геопозицию. Если мы возьмем, включим голосовой ввод, мы можем печатать голосом iMessage сообщение. И отправить. И кнопочка голосового сообщения останется вот на месте. Если мы нажмем еще, нам откроются наши вот остальные приложения. Только что-то он не очень статичен. Вот. Магазин, тот же самый магазин с приложениями, со стикерами для iMessage. Это у нас была третья. Следующее это у нас контакты. Давайте создадим какой-нибудь контакт. Просто от балды какой-нибудь номер. Пускай будет добавить номер, создать контакт. Пишем Вася Пупкин, допустим. Надо будет удалить потом. Добавить фото, и у нас тут такой интерфейс. Можем сфотографировать Васю Пупкина, можем добавить фото Васи Пупкина, если у вас есть оно на телефоне. Можем создать мемоджи, можем монограмму просто.
текст, стиль. То есть вот. Будет такая вот монограмма. Также можем менять имя здесь. Пускай будет ВП. Можем поменять цвет. Палитра цветов обширная, огромная. То есть вот. Также шрифт поменять. И цвет текста. И у нас тут есть палитра. Допустим, вот. Пускай Вася у нас будет такой. Ну вот, продолжить. Либо жмем изменить. Создать мемоджи. И создаем ему мемоджи или берем уже имеющийся. Например, вот. Все. У нас теперь Вася будет такой. И когда Вася нам будет звонить, нам будет высвечиваться вот то, что нам звонит Вася. Можем поменять цветовой акцент его вот. Так. Все. Теперь идем в контакты. Пишем Вася Пупкин. Вот такая у нас карточка Васи Пупкина. Вот с такими вот кнопками и изображением. Немножко прокачали вот этот момент. Давайте удалим Васю Пупкина, потому что я забуду. Удалить контакт. И еще одна есть, на мой взгляд, очень полезная фишка. 5. Это поиск часов Apple Watch. Правда, они у меня сейчас на руке, но не суть. Поиск часов из центра управления. Если вы часы оставили где-то лежать, не на зарядке, а вот просто где-то оставили лежать, мы просто берем и ищем наши часы. Сразу не срабатывает, конечно. Siri и поиск. Siri здесь пока что... Вот Apple заявляла, что будет вместо «Привет, Siri» будет просто «Siri», «Я тебя не звал», «Я тебя не звал». Будет просто Siri, но пока что этого нет, так как это первая бета, еще пока не завезли. Вот такой вот первый взгляд, обзор делать я пока не буду, так как обзоры делаются на финальные версии iOS, macOS, iPadOS, watchOS. По поводу watchOS 10, я думаю, что наш уже друг нашего проекта и разработчик Apple Ярослав Гаврилов не откажется сделать обзор финальной версии iPadOS, watchOS. То есть принять участие в создании контента на нашем канале. Сделаем мы это в сентябре-октябре, когда Apple выпустит финальные версии своих операционных систем. Мое мнение по поводу iOS 17 интересно, красиво. Главное, чтобы было полезно. Это самое главное, чтобы было полезно, чтобы функциями пользовались. На данный момент, ребята, мое мнение, если кого-то оно интересует, я ожидал большего, даже от iOS. Также в Wallet добавлена кнопочка заказы. Раньше ее не было. Был только плюсик, теперь у нас есть заказы. Здесь будут отображаться заказы, оформляемые у участвующих продавцов. Вот такой первый взгляд. Если ролик понравился, ставим лайк, пишем комментарий, подписываемся на Discord сообщество, ссылочка будет в описании. Есть в описании YouTube канала и будет в первом закрепленном комментарии. Ждем финальные версии. Я никому не рекомендую ставить бетки на свои устройства, так как бета-версии имеют в себе баги
зависания, не обладают стабильностью, скажем так. iPhone греется неимоверно и обсаживает батарею на iOS 17 Developer Beta. Всем пока, всем спасибо, до встречи в новых роликах. Это был первый взгляд на iOS 17 Developer Beta 1. Ждем релиза.